Водолеи, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня мы с вами посмотрим ваш второй прогноз на январь 2025 года. Сделаем акцент на наиболее важных и значимых для вас событиях и в целом посмотрим, какие энергии будут преобладать. Прежде чем мы приступим, напомню каждому из вас, что расклад общий, не является индивидуальным, поэтому кому необходимо, смотрите по асценденту, сопоставляйте, сравнивайте и анонсируйте для себя, анализируйте, какой из знаков отыгрывается в большей степени. А мы с вами приступим, начнем смотреть ваш второй прогноз и совместно читать карты. Обращайте внимание на визуальный ряд арканов, так как помимо того, что я вам озвучиваю, дополнительно вам будет идти своя информация. Основные энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Арканы перед вами, надеюсь, вам хорошо видны, поэтому приступим. Итак, основные энергии. У вас идет рыцарь мечей. Карта, которая указывает на напор, на результативность. Это ситуация, когда вам хочется снести кому-то голову, потому что здесь эта карта в первую очередь ваши инициативы. Это не просто отстаивание личных границ, это, знаете, как сжечь всех напалмом, лишь бы осуществить то, что вы хотите. Да, это в какой-то степени может быть повышенная конфликтность или напряженность, то есть не без этого. Но сейчас посмотрим. По тройке монет это в первую очередь будет связано с вопросами работы, бизнеса, карьеры или просто с людьми, с которыми вы взаимодействуете по деловым вопросам. Например, вы наняли себе работников, которые вам делают ремонт. И либо вам не нравится качество, как они делают, либо они, может, срывают сроки. Как следствие, да, здесь будет идти накал страстей и выяснение взаимоотношений относительно исполнения поставленных условий и обязательств. Если это касается просто взаимодействия в коллективе, то да, найдет коса на камень, с кем-то сложатся не совсем простые отношения. Сейчас более глубоко и детально мы раскроем вопросы работы. Кстати, данная дуада может также говорить о частых командировках, поездках, перемещениях. То есть это быть всегда в движении, быть активными. Если оценивать перспективы по работе, здесь у нас идет аркан Жрец. Это, знаете, как в первую очередь может быть обучение за счет предприятия, так и ваше собственное желание, философия жизни прокачивать свои навыки, свой уровень профессионализма. Поэтому дополнительно можете проходить какие-то курсы или получать то образование, которое необходимо для продвижения по карьерной лестнице. Возможно, вас от вашей фирмы, организации, предприятия назначат спикером на каком-либо бизнес-форуме, где вы будете делиться вашими наработками, вашими какими-то идеями. То есть в любом случае здесь это двухсторонний процесс. То есть как вы можете обучаться, так и вы можете кого-то обучать. Так как все вы абсолютно разные, кто-то работает, кто-то нет, давайте анализировать ситуацию для каждого из вас. В первую очередь мы посмотрим для тех, кто на данном этапе у нас не работает и работать не может. По десятке мечей, как показывает карта, ситуация остается неизменной. Здесь нет нового источника дохода. И более того, может вызывать какая-то как повышенная конфликтность с вышестоящими органами власти. Или, допустим, вы пришли там в пенсионный фонд или в какую-то иную там структуру, в совбез, да, и выясняете что-то, пытаетесь проясните моменты, почему вам там задерживают выплаты или там не начисляют. И это будет вызывать непонимание и конфликт интересов. Если вы у нас являетесь соискателем, пятерка чаш. Это ситуация, которая говорит о том, что, к сожалению, могут быть не совсем приятные собеседования, потому что данная связка арканов говорит о том, что это сорванные в последний момент обязательства или отказ на собеседованиях. Помимо всего прочего, знаете, такой момент ожидания, реальность или ситуация, когда кто-то на собеседовании пытается самоутвердиться за ваш счет, или, знаете, как махнуть вас носом, как котенка, что у вас не хватает какой-то базы знаний. Но вы должны понимать, что негативный опыт тоже опыт, и, так сказать, этот негативный урок будет для вас, знаете, как значимой галочкой, как себя вести нужно или не нужно, или каких компаний стоит избегать. Ну и, конечно же, вы возьмете на заметку, так сказать,
что нужно прокачать, какие навыки дополнительно нужно освоить, чтобы реализовать себя в желаемой нише. Но если мы будем оценивать именно перспективы трудоустройства, то смотрите, что здесь может отыграться. Ситуация, даже когда вас взяли на работу, ну, через несколько дней уволили. То есть это, знаете, как казенный труд. То есть вы поработали за спасибо, всем спасибо, все свободны. Поэтому не ведитесь тут на какие-то уловки. Так, если вы наемный сотрудник, семерка чаш. В связке с арканом жрец. Это ситуация, как быть, как поступить. Объясню почему. Кто-то вас может упрекать на работе в отсутствии профессионализма или, может быть, слабости каких-то ваших профессиональных качеств. И по семерке чаш вы для себя будете оценивать, стоит ли вам получать дополнительное образование, проходить какие-то курсы, или может, ну его все и найти какую-то более перспективную работу. То есть будете для себя здесь оценивать риски и новые возможности. То есть что для вас будет более актуальным, что принесет успех, ну и достижение желаемого. Если вы владеете собственным делом, то королева чаш в связке совокупности с этими арканами может указывать в первую очередь на конфликтную ситуацию. Но это, наверное, больше касается видов деятельности или бизнеса, где, ну, например, бьюти-индустрия, где там мастера или судьи по татуажу на каких-то конкурсах. Да? Сейчас объясню почему. Потому что эта связка карт говорит о том, что кто-то будет оспаривать или ваши методы ведения работы, или обучения, или, в принципе, квалификацию ваших учеников, или вашу квалификацию поддавать сомнению. Поэтому карта жрец – это, знаете, показать, подтвердить, доказать, что вы действительно обладаете какой-то базой знаний. Или кто-то будет вам, ну, как бы, знаете, закидывать в упрек относительно того, что у вас нет лицензии на обучение или права обучать. То есть вам нужно также будет это оспаривать, ну и доказывать правомерность ваших действий. По вопросам финансов, паж монет. На самом деле, хоть тут как бы финансы не хлыщут огромным потоком, но тем не менее, они есть, и это самое важное. Более того, паж монет – это ситуация, когда вы получаете деньги от ваших новых навыков, монетизируете, так сказать, их. И если ваша деятельность позволяет вам, так сказать, вести каких-то студентов, учеников, кому-то передавать опыт, навыки и знания, то заработок за счет взаимодействия с ними. Сам по себе аркан также может говорить о ситуации значимых трат на ваших детей, или, может быть, внуков, племянников, у каждого по-разному, ну и на какие-то, знаете, как события, связанные с ними, будь то там поездки, отдых, секции и так далее. Вопросы здоровья по тузу жезлов. Здесь, ну, судя по основным картам и тенденция, не идет речь особо там о вопросах зачатия, деторождения, поскольку у нас дополнительным арканом идет четверка монет, это, допустим, сохранять уже имеющуюся беременность, то есть, может быть, личное сохранение или выполнять рекомендации врача. Ну а в целом это аркан хорошего самочувствия, физического, ментального, эмоционального. Реже сам по себе аркан может указывать на какие-то легкие, незначительные воспалительные процессы. Потянули где-то мышцу, знаете, как замкнуло. Или, может быть, там надуло глаз, глаз воспалился. То есть по-разному. То есть нельзя сказать, что это прям мега существенно, но могут быть такие, ну, какие-то, говорю, краткосрочные воспалительные процессы, которые могут доставлять вам какой-то дискомфорт. По вопросам личной жизни. Аркан звезда. В принципе, ваша карта – это аркан исполнения мечты, целей, поставленных планов, задач, ваших желаний, то есть реализация задуманного. Ну и, конечно же, идеализация, может быть, вашего партнера или вашего партнерши, или следование за идеалами, когда действовать по принципу уж лучше быть одной, чем с кем попало. Ну, посмотрим, как раскроется для вас данный аркан. Оценим ситуацию для тех, кто на данном этапе у нас сейчас свободен. Что здесь? И по тузу мечей здесь действительно, как показывают арканы, это может, так сказать, и новый импульс пройти. Ситуация, когда кто-то активно будет добиваться вашего расположения, знакомства с вами, взаимодействия. Но завязаны вы будете именно, знаете, как на такой интеллектуальной нотке, когда вас зацепит взгляды человека на что-то, или, может быть, то, как он формирует мысли, какие-то его идеи. То есть, как правило, зачастую такие знакомства могут встречаться там в нише интернета, там, не знаю, в переписке, вы где-то там отвечаете друг другу на комментарии, ну, из серии, там, не знаю, Threads, Instagram, там, какие еще соцсети, Facebook, не имеет значения, какая площадка, но это, по сути, знаете, как чем-то зацепить друг друга, как я говорю, лично для вас, может быть, сарказм или показание какого-то высокого интеллекта, но человек не оставит вас равнодушным.
Если вы в любовных треугольниках, то звезда и пятерка монет. Данная связка карт указывает на охлаждение по отношению друг к другу, на понимание, что ну как, один в поле не воин, здесь нет поддержки. И вам придется, так сказать, самостоятельно ну, выбираться из этого. То есть тут нет поддержки, тут нет помощи, тут полное какое-то охлаждение, хладнокровие. Даже раскрывая колоду, тут четверка чаш. Это разочарование в партнере. То есть слишком вы идеализировали, слишком как бы делали высокие ставки по отношению к этому человеку или на этого человека. А теперь может быть горечь, разочарование. Если вы находитесь в стабильных союзах, давайте посмотрим, что у вас. Здесь король монет. Звезда, король монет – это акцент на стабильность, на исполнение каких-то совместных материальных целей или задач. Ну, например, вы мечтали отправиться в какое-то там путешествие, там на отдых, или, может быть, купить недвижимость, или там авто, или, может быть, какие-то там драгоценные украшения. То есть у каждого это свое, не имеет значения, что это конкретно. Но это то, что обоюдно вас порадует, это то, что будет служить вам, ну как, не то чтобы эталоном новой жизни, но таким вот пунктом, к которому вы будете стремитесь. То есть больше каких-то благ, комфорта, уюта, финансовой свободы. Это, безусловно, в позитивном ключе будет ну, как отражаться на вашем союзе. Плюс одномоментно это как совместное исполнение каких-то ваших желаний, ваших целей, которые вы перед собой ставили. Ну и укрепление союза. Совет от карт. Здесь по аркану умеренность. Это жить в балансе. Жить в гармонии с самими собой, с вашей душой, с вашим телом и с вашим разумом. Аркан, который говорит о том, что наведите порядок в своей жизни, уберите по максимуму из него хаос. Наведите порядок в доме, выбросьте весь ненужный хлам. Наведите порядок в мыслях в голове, поработайте с вашим телом, уберите блоки или зажимы. Сделайте так, чтобы энергия жизни текла в вас в правильном русле. И тогда все остальные сферы жизни у вас выровняются, подтянутся, и все будет прекрасно. Давайте с вами посмотрим на неожиданность месяца. Оценим, что у нас здесь. Итак, клевер, мужчина, карта гроб, здесь карта ключа. Итак, для кого-то, но это в большей степени идет информация, кто в треугольниках. Завершение отношений – это ситуация к лучшему, потому что именно это завершение союза даст вам ключ к новым возможностям, к новой жизни. Конечно же, отыграется не только в формате личной жизни для тех, кто в треугольнике. Если смотреть по совету, по ситуации, то это получить мудрое слово, совет, рекомендация от человека, который позволит вам что-то завершить или с чем-то закончить. Ну, может быть, работа, которая вас отягощает, или бросить обучение, от которого нет толку, или, может быть, секцию, где вы не видите результата, потому что здесь карта ключ. Человек подскажет выход из этого вопроса, из этой ситуации. То есть поможет вам похоронить то, что вас тяготит. В первую очередь также касается по карте дерева вопросов здоровья. Может быть изменение образа жизни, там, вопросов питания, режима дня, избавление от каких-то пагубных привычек. У каждого это по-своему, но в любом случае эти перемены и трансформации, они будут к лучшему. Поэтому пусть так и будет. Я вам искренне этого желаю. Для вас все закрою в положительном, в позитивном ключе. А вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, дайте знать, как по факту для вас отозвалась, отыгралась информация, какие перемены произошли. Ну и в целом, может быть, что-то суперзнаменательное отыгралось именно по раскладу. Буду вам признательна за энергообмен, за обратную связь. Если для вас актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас благодарю за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.